Так-то, наверное, лучше. Я все время жду, пока у меня вырастут волосы, но ни в какую. Так, свет. Итак, всем привет на канале Беларусь Германии. И немножко расскажу о себе. Просто есть люди, которые только что вот зашли на мой канал, посмотрят это видео, начинают смотреть это видео и не понимают, что и вообще кто это, что он здесь рассказывает. Итак, меня зовут Андрей, мы с семьей 2 года назад переехали в Германию из Беларуси. Переехали мы путем того, что моя жена врач, она здесь подтвердила диплом. Как она это делала, я оставлю ссылочки вот где-то здесь, можете посмотреть. Весь этот путь, она там все это рассказывает. У нас 2 детей, все хорошо, мы живем в небольшом городке в земле Саксония-Анхальт. Как вы уже поняли, суть сегодняшнего видео будет про то, как я работал. Потому что я уже и не работаю. Я сегодня расскажу такие вот подпункты. Это как я искал работу, как проходили собеседования, куда я устроился и почему. И сделаем какое-то заключение. Ну, поехали. Первое, как я искал работу. Сам искал работу. Моя жена имеет блау-карты. И за счет этого мы смогли с семьей переехать сюда к ней. И мне это не дает никаких льгот, пособий, каких-то там привилегий, ничего. Я просто сам должен беспокоиться о себе. Ну, это нормально, как любой здравомыслящий человек. Я сделал резюме. Я пошел в Arbeitsamt, в Arbeitsagentur, как это правильно называется. Пришел, там мне дали, намекнули понять, что давай-ка ты сам пытайся, пробуй. Типа, я думаю, ладно, попробую сам. Руки-ноги есть. Для этого я задействовал просто там где-то друзей, соседей, что-то у кого-то спрашивал, там искал объявления. И в итоге все иногда доходило до того, что просто брал резюме, приходил в компанию, просто стучался, говорил себе так и так вот на ресепшене, типа с кем можно поговорить насчет сотрудников. Я вот ищу работу, нужны ли вам сотрудники. Знаний моего немецкого языка для этого хватало. Там знаний-то и не нужны сильно очень большие, там это примитивный набор слов, это очень все просто. Главное, улыбка, всегда улыбайтесь, вот это вот всегда вам будет помогать. И все сам, и в итоге я, наверное, прошел около 6 собеседований, и, по-моему, из 4 из них я получил положительный ответ. Но выбрал только одно рабочее место. И какое? Сейчас все расскажу. Так что, как я искал работу, это сам сделал резюме, и в некоторые компании я просто находил в интернете, есть куча сайтов, как найти работу, это все можно, про это долго рассказывать не буду. Писал туда Bewerbungen. Bewerbungen это типа как презентация себя. Я такой-то, хочу работать у вас, мне это понравилось, там 3-е, 10-е. В общем, можно все это тоже найти в интернете и посылать свое резюме. И вот какие места работы у меня были. То есть, куда я ходил на собеседование. Это по электротехнике, электрикам, 2 компании. Потом такси, перевозка людей с инвалидностью на микроавтобусе, техник на завод. Первая моя вот компания, куда я послал документы, у нас тут самая крупная, наверное, компания, которая оказывает услуги электриков. Им требовался электрик, я послал резюме, написал, что опыта нету, меня пригласили. И первый вопрос был, какой у вас опыт? Я говорю, опыта нету, извините, на что мне ответили, извините, но нам требуется человек, который вот с опытом, завтра мы ему даем машину, он все, и поехал. Ах, да, я же забыл, у меня есть электротехнический диплом электротехника по ремонту и обслуживанию электрооборудования, там что-то дальше, я даже не помню, как это называется. Я, забегая вперед, расскажу, что всегда, когда приходил на собеседование, я говорил сразу, что у меня нет опыта, что у меня реально нет. Я получил диплом и сразу же ушел работать в общепит. Вообще в другую сторону. Так что первую компанию я пришел, мне сказали, извините, нам надо с опытом, окей. Вторую я пришел, тоже разговаривать, там нужен был монтажник, монтер, я даже не знаю, как это правильно называется. А я тоже пришел, сказал, что у меня нет опыта, мне сказали, окей, все, мы сами обучим, что у вас нет опыта, это хорошо, что вы признались, мы сами все обучим, мы сделаем из вас то, что нам нужно. Потом я еще пошел в такси.
Тоже там прошел собеседование, все нормально, пообщался. Такси я вообще нашел, я шел по улице и смотрю, висит объявление, требуются сотрудники. Я зашел, поговорил, окей, все хорошо. Но там не получилось так, как по немецким законам, чтобы работать перевозчиком людей, у тебя должны быть немецкие права, именно немецкие права 2 года. Но я не знаю, может быть, это и мой недостаток, что я не дожал этот вопрос, потому что немцы любят отвечать просто то, что им проще. Я задал вопрос, так и так хочу работать в такси. Они мне показали закон, где должны быть опыт вождения в Германии 2 года. Может быть, там как-то и можно доказать, что у тебя опыт, у меня еще до этого был в Беларуси, и перенести его в Германию, но на этом остановилось. То же самое с правами была проблема по развозу людей с инвалидностью на микроавтобусе. И последнее мое собеседование было техником на консервный завод. У нас тут он локально находится, большой завод, и вот тоже получил положительный ответ. В итоге компания, где требовался монтажник, они мне там почти 2 месяца там не отвечали, потом ответили, мол, извините, мы там кто-то был в отпуске, то ли директор, то ли что. Я думаю, странно, люди не делегируют какие-то вопросы по найму сотрудников, это уже как-то так непонятно, плюс долго ждать надо было, и у них очень много было командировок. Кстати, здесь по этому поводу, как монтажник, командировочный, здесь очень много этого требуется. Но у меня семья, 2 детей, плюс жена пошла в автошколу, я не могу просто взять и уехать там с понедельника по четверг ты в командировке, пятница, суббота, воскресенье ты дома. Нет, этот вариант не подходил. Такси и перевозка людей тоже не подошла, потому что я не смог. Мои права не подходят. Мне надо еще подождать полгода, и типа тогда все, я могу спокойно работать. И третий вариант был техником на завод. Вот туда я и пошел. Как я вел себя на собеседованиях, я не скажу, что у меня там супер немецкий, у меня очень много ошибок, потому что я человек, который ненавидит грамматику, я ее никогда не учу, у меня есть какой-то там запас слов, я его использую, но не имея практики, все вы там, если за мной смотрите, знаете, я практически все время находился дома, я не коммуницировал, не контактировал с немецкими людьми, и мой немецкий, оставлял желать лучшего, но я спокойно пошел собеседование, я понимал, что хотят от меня, и я мог высказать там, что хочу я, объяснить, сказать, поэтому, да, я успел сдать на B1 в свое время, я не знаю, по сей день я думаю, что это просто получилось на удачу. Но немецкого хватило на собеседованиях, как всегда это требуется, улыбка, не надо ничего придумывать, говорите как есть, я всегда говорил, если вот эта техническая работа, я говорил, что так и так, у меня есть диплом, но я ни дня не работал, вот извините, поймите, потом, когда люди говорили, окей, мы попробовать можем, там, 3-10, я говорил, смотрите, мой немецкий оставляет желать лучшего, я тоже это все говорил, обозначал, чтобы люди, я не знаю, как-то надо быть всегда открытым, улыбаться, мне кажется, это всегда поможет. Так что собеседование, я не знаю, я их в принципе не боялся, потому что то, что моя старая сфера деятельности, все время коммуницировал с людьми, я как-то нормально, там, знакомый, незнакомый человек, в контакт войти легко, конечно, тяжеловато это сделать на незнакомом языке, но суть не в этом. Улыбайтесь, будьте честны, и все получится. В итоге выбрал я вот последнее рабочее место, это техник на консервный завод. Почему? Во-первых, меня сначала заинтересовало то, что это здесь локально, практически там ехать, наверное, мне 12 минут на машине. И график работы. Мне сказали, типа, там утренние смены, дневные и чуть-чуть вечерние, но практически все время утренние. Я такой думаю, круто. Мы сейчас ближе переехали к клинике, жена может там детей заводить в школу, в сад. Никаких проблем, я буду пораньше возвращаться. Когда проходил первое собеседование, я как бы график не уточнил, во сколько начинается все это. И поэтому для меня было очень большим таким überraschingом, боже мой, дожились, было большой неожиданностью, когда узнал, что мой рабочий день начинается с 5 утра. Это значит, мне надо было вставать в 4 утра, так как ехать, кажется, там 15 минут, 10-15 минут. Я иногда за 10 заезжал. Но ты должен как бы или попить кофе, ты должен проснуться, ты должен дать понять организму, что ты встал, что он должен функционировать. Скажу вам сразу, когда организм встает, когда ты встаешь в 4 часа утра, и твой мозг думает, ты встал ночью, ты что еще делаешь, спи. И он тебе ни в какую, даже после душа не дает проснуться. Вот ты просто, я встаю в 4, я просто какое-то время сидел, я не понимал, что происходит, заходил в душ, стоял, потом пил кофе, если успевал. Оно кажется, но этих 40 минут до отъезда пролетали вообще вот так вот моментом. Мне кажется, если бы хотя бы вставал там в 5 или в 6, мозг уже думает, что ты встаешь рано утром, ладно, окей, давай там 5 минут раскачаемся, и он тебя запускает.
когда ты встаешь в 4 утра, эта ночь ты должен спать, и он вот с этим боролся. Ну, не мог я. Так что в итоге на этой работе, техником на заводе, я отработал только ровно месяц. Я больше не смог, честно говоря, забегая вперед, нет. Возвращаясь назад, в свое время, когда я получил диплом электротехника, я проходил стажировку в ТЭЦ, Теплоэлектроцентраль, в Полоцке или в Новополоцке, по-моему, да, это белорусский городок маленький. И я оттуда сбежал через, по-моему, 2 или 3 недели, потому что то, что я там увидел, я понял, что это никак не могу связать с этим свою жизнь. Это настолько было мне неинтересно. И вот, попав сюда на завод, вот были такие же флешбеки, я как будто вернулся в то время, когда я захотел убежать. Я понял, что там работать-то не тяжело. Проблема была только, что это все на неродном языке, и вот это вот техобслуживание, было иногда какие-то мелочи, мне говорили, я их не понимал, пока я их не увижу. Когда я уже это видел, было намного проще, и все, и ты это, там все можно осознать, все понять, но в последнее время, и как-то я все время шел к тому, чтобы работа моя была связана с общениями. Я очень много отработал в общепите, потом это были продажи, и я привык коммуницировать с людьми, мне это нравится, и когда-то вот на заводе это совсем другое, и я понял, что вот это настолько не мое, что я каждый день, когда вставал, себя ненавидел, поэтому решил от этого, отказаться. Просто вот я отработал месяц, там чуть меньше, это были предновогодние праздники, это все случилось в декабре. И я пришел, просто сказал, типа, извините, как раз в Германии у тебя всегда есть испытательный срок 6 месяцев. От 3 до 6, когда и ты имеешь право посмотреть, типа, подходит ли тебе, и к тебе также имеют право посмотреть, и потом сказать, там, подходишь ты нам или нет, можем ли мы с тобой контракт дальнейший заключать или нет. Так что там была интересная команда, там прикольный мастер, там человек, который уже должен был выйти на пенсию, наверное, в этом году, наверное, уже вышел. Он еще той старой закалки, вот он прикольный человек, вот именно вот как такого же мышления, как и я. 2 Томаса было, там, если они меня смотрят, я надеюсь, смотрят. Им огромный привет, это были прикольные парни, они и есть. И я смотрел на них, понимал, что люди от этого кайфуют. Они кайфуют от этой работы, от то, что они делают, им это нравится. И я вот, никак, я пытался и решил, что нет, это не мое. Так что вот, работал я месяц и уволился. Теперь, наверное, самое интересное, когда я искал работу, на что я рассчитывал, какие суммы. Суммы вам буду говорить, сколько платят в час, но это не значит, что эту же сумму ты получишь в конце, так как здесь налоги, здесь налогообложение, здесь 5, 4, 3 класс, а у меня 5 класс налогообложения, это самый высокий процент у тебя забирается, у жены 3. В семье, если 2 человека работает, вы имеете право иметь или вдвоем 4 класс, это что-то среднее, или 1 5, другой 3, в зависимости от ваших доходов. Это долгая тема, про это долго все рассказывать, но можете загуглить, посмотреть, я в эти дебри не лезу, просто скажу вам, что у меня дофига налогов просто забрали. В итоге, когда я вот искал работу монтажником, в среднем посмотрел, делал такую аналитику, сколько здесь рынок платит. Минимальная, по-моему, плата труда у нас в нашей земле там около 10, там 10,60 или 10,50, я не помню, в час. С этого года должна быть 12, по-моему, потому что у нас одна из беднейших земель Германии, всего 16, и все бегут на запад, с востока, и поэтому государство пытается здесь что-то делать лучше, поднимать зарплаты, но все равно молодые специалисты все убегают, и типа 12 евро будет, по-моему, минималка в час. Но это то, что без налогов, то, что ты получаешь на счет, а потом с этого счета еще налогообложение берет, и там еще нормально растягивает. Так что средняя зарплата монтажника здесь начинается на испытательном сроке, она всегда ниже, первые полгода ты получаешь там поменьше, это 12,5 евро в час. На заводе я тоже получал 12,5 евро в час. А водитель такси или перевозка людей, в среднем они там платят чуть поменьше, порядка 11 евро. Но самый прикол, что в такси ты не привязан ни к заказам, ни к чему, ты просто сколько ты отстоял, отъездил, столько ты заработал за время. Я спросил у директора, говорю, так, а если там день буду стоять, и просто мне не будет заказа, говорит, какая разница, это же не твоя проблема, правильно? Так что это тоже было очень интересно. Так что можете сами примерно посчитать, сколько получил. Получил я там 1000 чуть-чуть там с копейками, поэтому, за месяц. Вот такая была история. Подытожить я хочу, что работа есть, конечно, я понимаю, что мой немецкий оставляет желать лучшего, это моя проблема, а не проблема там какого-то государства, как мы сейчас живем в Германии, не проблема Германии, что здесь не хватает работы хватает.
Если бы я в свое время там не сидел просто на жопе дома, а учил бы нормально немецкий, я бы нашел бы работу, которая более высоко оплачивается. Это нормально. Или вариант пойти здесь просто отучиться, получить образование немецкое, тут тоже ты будешь больше получать. Ну, все зависит от тебя самого, я не могу сказать, что нету работы, вот тут я должен плакать, сидеть. Нет, нифига, если ты будешь сидеть на жопе, то ничего и не получишь, так что все нормально. И вот средняя оплата труда это... 12 евро можно рассчитывать. Но, если вы думаете, что я буду сидеть дома, нет, у меня уже есть интересные наработки. И я думаю, что у меня получится заниматься своим любимым делом, еще за это получать деньги. Все к этому идет. Я уже с января, ну сейчас еще январь, я уже с января кое-что делаю, нарабатываю. Но про это вам расскажу в следующем видео. Это будет интересно. Это будет интересно. Просто вот смотрите, что еще. Берегите себя, смотрите на себя, смотрите за своими близкими. Любите всех, друг друга, будьте вежливы. В общем, спасибо вам за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я, конечно, от всего этого отошел, но были на это причины, которые тоже будут рассказаны в следующем видео. Там немножко связано с моей будущей профессией, не знаю, как это сказать, с хобби, которое будет приносить деньги. Лайк, подписка, вопросы, комментарии. И до следующего видео. Всем пока!